Большинство мужчин и мальчиков в настоящее время потерпели и потерпят неудачу в будущем в вопросе воздержания. И самая большая причина этого – тонкое, но серьезное мышление, которое необходимо изменить. Если ты не изменишь свое мышление, это будет стоить тебе твоего марафона воздержания и может даже вернуть тебя к твоей зависимости от порно. Когда большинство мужчин начинает этот путь самовосстановления, они ставят своей задачей воздерживаться во что бы то ни стало. Это цель для большинства, а не возможность достичь чего-то большего. Когда ты делаешь воздержание своей целью, а не путем достижения своих других, более важных целей, тогда ты уже входишь в число 95% мужчин, обреченных на неудачу. Когда ты сделаешь воздержание своей единственной целью, это то же самое, что ты ставишь ту красотку на недостижимый пьедестал. Это очень тонкое мышление говорит твоему подсознанию, что воздержание недостижимо и невыполнимо. Придет время, будь то через месяц или даже через год, когда ты в конце концов сдашься. Точно так же, как с женщинами или другими вещами в жизни, если ты ставишь что-то на пьедестал, ты говоришь своему подсознанию, что все, что находится на пьедестале, недостижимо. Такова реальность. Воздержание – это только небольшой и важный трамплин, и оно не для всех. Используй это в своих интересах. Не сосредотачивай все свое внимание на воздержании и порнографии. Вместо этого, пусть это будет лишь небольшой частью образа жизни, частью твоего будущего успешного «я», который проходит в фоновом режиме, в то время как твое основное внимание должно быть сосредоточено на твоей главной цели, будь то спортзал, отношения с друзьями, финансы, работа или общение с девушками. Когда ты сделаешь воздержание своей конечной целью, твое подсознание всегда будет думать: я воздерживаюсь, мне надо воздерживаться, чтобы понравиться девочке, или воздержание сделает меня супергероем. На таблетке от всех проблем не существует. И на чем бы ты ни сосредотачивался, именно этим ты и будешь заниматься. Вместо этого, если ты сосредоточишься на своей цели, это будет именно тем, чего ты в конечном итоге достигнешь. Есть прекрасная цитата, которая гласит: ты превращаешься во все, что отвлекает твое внимание. Из-за того, что воздержание ставится на пьедестал, для 95% мужчин воздержание становится проблемой, а не частью их образа жизни. Ты же прекрасно знаешь, что будет, если я попрошу тебя не представлять розового слоника. Почему? Потому что твое внимание сосредоточено на слоне. Вместо этого, если бы ты сказал себе: хорошо, я лучше представлю, как я заработаю на новую белую яхту, тогда бы ты даже не подумал о розовом слоне. Потому что твое внимание сейчас сосредоточено на конкретной цели и задаче. То же самое относится и к воздержанию. Каждый, кто испытывает трудности в социальной жизни, у кого есть тревога, неврозы, депрессии, кто чувствует, что им очень плохо после очередной эякуляции, должен сделать воздержание частью своего нового образа. Либо хотя бы проверить на личном опыте. Это тонкое мышление поможет тебе сделать больше дел и оставаться приверженным чему бы то ни было. Никогда не ставь определенные вещи на пьедестал. Все в этой жизни достижимо, в том числе и отказ от порнографии. Но все начинается с правильного мышления. Иметь правильное представление о том, на что направлено твое внимание. Ведь твое внимание – это энергия сама по себе. Так же, как сексуальная энергия, на что бы ты ни обратил внимание, в то ты еще больше и втягиваешься. Совсем как тот розовый слоник, хоть ты и не хотел об этом думать, а потому твое внимание было направлено на то, чтобы не представлять себе что-то еще, кроме этого самого слона. Очень полезно с самого утра уже иметь конкретный план действий на день. Если твой день полностью спланирован, твое внимание будет сосредоточено на том, что ты должен сделать, а не на том, чего не следует. У тебя не будет времени думать о слоне, и тем более о порно. Почему? А все потому, что теперь твое внимание направлено на правильные действия и более важные цели. Чести и удачи!